Итак, это cs50. Введение в программирование Python. Меня зовут Дэвид Меллон, и наша неделя по функциям и переменным. Много здесь тех, кто не программировал до этого, так что давайте сделаем вот что. Откроем Visual Studio Code или VS Code, популярная программа в наше время, чтобы писать код. Мы используем программу такую, как текстовый редактор для написания кода. В наше время все, что вам нужно, чтобы писать код, это текстовый редактор, так как программа — это текст. Итак, вот что я могу сделать. Внизу моего экрана есть терминальное окно. Это командный интерфейс или CLI на вашем Mac или PC, или даже на сервере в облаке. Вот что я могу сделать: написать код hello.py. И как вы можете увидеть, любая программа на Python заканчивается с .py, чтобы идентифицировать, что это программа на Python. Итак, у нас здесь есть мигающий курсор, и написано hello.py, который говорит нам о том, что мы редактируем этот файл. Так что мы напишем? Мы напишем print, открытая скобка, закрывающая кавычка, hello world, закрывающая скобка, закрывающая кавычка, закрывающая скобка. Так мы можем видеть автоматическую подсветку экрана, но это просто фича. Подсветку кода, но это просто фича текстового редактора. Итак, вот все, что мы видим здесь, это print, открывающая скобка, кавычка, hello world, закрывающая кавычка, закрывающая скобка. Возможно, это самая каноническая программа, которую вы пишете на многих языках, но мой Mac, мой PC и мой телефон, вы запускаете программу путем кликания по экрану. Но мой Mac или PC сейчас имеет только CLI или Command Line интерфейс. Мы можем увидеть, что CLI — это достаточно мощный инструмент, который программисты используют в наше время. Итак, я перемещаю курсор вниз экрана здесь. До этого я запускал только одну команду. Код hello.py. Сейчас я могу написать другую команду. Я вижу другой символ доллара, который означает, что мы можем вводить команды. Так, здесь я напишу Python hello.py. Оказывается, что мой код сохранен в файле hello.py, но мне нужно интерпретировать код как-либо. Так, даже если вы немного знаете о компьютерах, вы знаете, что компьютеры, возможно, используют только единицы и нули. Но print hello world в скобках и кавычках не единицы, нули, поэтому есть программа Python, так же как и язык, которая называется интерпретатором, который вы можете скачать бесплатно на Mac или PC, или на сервер в облаке, и написать Python hello.py, и этот интерпретатор будет интерпретировать программу и транслировать программу в единицы и нули, чтобы компьютер мог ее понять. Итак, вот что я сделаю.
Я написал Python hello.py, но я не нажал Enter. Итак, возможно, если я ничего не напутал, я нажму Enter, и я увижу мою первую программу из вуаля. Привет, мир. Hello, world. Итак, это наша первая программа, в данном случае на Python, которую мы написали. Итак, что мы видим на экране? Функции — это действие или глагол, которые позволяют использовать набор команд внутренних. Например, пользователи могут использовать эти функции для того, чтобы добиться своих результатов. Здесь есть функция print. И функция print не печатает какой-либо случайный текст. Она печатает то, что вы хотите, чтобы она напечатала. И вот у нас другой кусок терминологии, который называется аргументом. Люди, которые придумали Python, не знали, что вы захотите печатать. Поэтому в скобках вы можете передать аргументы. В данном случае аргумент — то, что будет напечатано на экране. Что же эта программа делает на эффекте? Делает эта программа — это печатает что-либо на экране. У нее есть так называемый сайд-эффект. Итак, у функции могут быть сайд-эффекты. И сайд-эффектом этой функции будет вывод информации на экран, то есть печать чего-либо. Итак, это моя первая программа. Я не сделал никаких ошибок здесь, но если вы пишете программу, вы можете делать ошибки, известные как баги. В ближайшие недели вы можете сделать так много багов, которые я делал в прошлом и до сих пор делаю. В ближайшие недели мы дадим вам много инструментов, которые вы можете использовать для того, чтобы разобраться, почему ваша программа, например, даже не работает. Итак, я не сделал здесь ни одной ошибки, но, допустим, я забыл закрыть скобку. Знаете, код почти что правильный, 99%, но здесь достаточно очевидно, что у нас не закрыта скобка. Но даже маленькие детали, как это, здесь это просто опечатка, для компьютера это большая ошибка. Компьютер воспринимает все буквально. И вовсе не обязательно ваша программа будет запускаться вообще. Итак, давайте я очищу экран и запущу эту версию моей программы. Я напишу опять Python hello.py. Я надеюсь, что я увижу привет, мир, но вот она, ошибка на экране, известная как ошибка синтаксиса. Здесь достаточно все очевидно. Здесь написано: открытая скобка не была никогда закрыта. Ну и очевидно, что я должен закрыть ее. С практикой вы будете все лучше и лучше дебажить такие программы. Мы так закрыли скобку, написали Python hello.py, и мы опять снова в деле. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы здесь. Could I write code inside a Word or, for example, Microsoft Excel
Могу я писать код, например, внутри Word или Excel, и что за барьеры, которые я могу встретить? Так, спасибо за вопрос. Вы не должны писать код в Microsoft Word, даже если это просто текст, но вам, скорее всего, нужен текстовый редактор общего назначения, без параграфов и всего прочего. Здесь мы можем видеть, что слово print в голубом цвете окрашено, скобки черные, и так далее, и так далее. Так, VS Code — это достаточно популярная программа в наше время. Она подсвечивает синтаксис, например. Вы можете использовать VS Code также бесплатно в облаке. Как насчет еще одного вопроса? Я думаю, я слышал, возможно ли запустить программу без терминального окна. Так, хорошо. В данном окружении я настроил его так, что внизу у меня есть терминальное окно. В реальном мире вы можете, конечно же, использовать также GUI, Graphical User Interface, для запуска программ. Так, давайте продолжим. Как насчет того, чтобы улучшить эту программу? Сделать ее немного более интерактивной. Как насчет того, чтобы программа говорила «Привет, Дэвид», или «Привет, Гермиона», или «Привет, Гарри», и так далее. Я напишу, например, print, какое твое имя, what's your name. И теперь мне нужна функция, которая взяла бы информацию от пользователя. И в Python такая есть функция, называется input. Скобку закрыть, скобку. И так оказывается, что если я прочитаю документацию для функции input, я найду, что она принимает аргументы. На самом деле я могу упростить мою программу и взять в кавычки и в аргументы what's your name, то бишь то, что функция будет спрашивать. Итак, в терминальном окне я напишу Python hello.py and... Ага, хорошо. У нас есть прогресс. Мы видим, что функция запросила мое имя, нажимаю Enter, но, к сожалению, функция не делает ничего с моим именем. Я могу исправить это, могу на второй строке исправить печать на «Привет, Дэвид». Итак, я запустил программу опять, и она работает как ожидалось, но, конечно же, она не работает как ожидалось. Давайте я представлю, что я мой коллега Картер. Я пишу Картер, и очевидно, что программа все еще говорит «Привет, Дэвид». Итак, мне нужен какой-либо способ получения обратно того, что пользователь печатает. Итак, функции могут иметь возвращаемые значения также.
like a friend of yours that you've asked a question of, and you've asked your friend to go get input from someone else. Go ask that person their name. Например, вы просите своего друга, иди спроси имя кого-либо. И было бы хорошо, что если бы этот друг возвращал мне это имя. Так бы я, как программист, мог бы делать что-либо с этим. Итак, я могу написать то, что мне вернули на экране. Записать это, например, на бумажке. Но для этого нужна еще одна фишка программирования. Называется она переменные. Мы все знаем о переменных из математического класса. И в нашем случае переменные хранятся в памяти компьютера не на бумажке. Номер, какой-либо текст или даже изображение. Это переменная, это всего лишь контейнер для какого-либо значения внутри нашего компьютера. Так, что я могу сделать? Я думаю, что я введу переменную x равно input. Но мне вовсе не обязательно использовать математические переменные здесь. Я напишу переменную name или имя, что более описательно. И теперь я использую определенный синтаксис. Мы видели видели скобки, а теперь я вижу здесь знак равенства. Слева имя, name, справа input. И здесь это не значит равенство, здесь это значит присвоение. И что это значит? Это я хотел бы присвоить справа налево что угодно, что пользователь ввел. Итак, это копирует возвращаемое значение функции input, переменной name. Итак, под капотом функция будет возвращать значение и будет происходить присвоение переменной name. Было бы там Дэвид или Картер или что угодно, что пользователь ввел. Но здесь, допустим, я бы хотел напечатать это переменную name. Например, я напишу ее здесь. Давайте запустим программу. Hello.py. Нажимаем Enter. Пишем Дэвид. И нажал Enter пока. Итак, давайте поговорим о том, что может случиться. Я надеюсь, он скажет Hello, Дэвид. Также было бы нормально, если бы он сказал Hello World. Но здесь мы можем увидеть, что он скажет Hello Name. Итак, давайте попробуем парочку других способов. Давайте удалим это. Я уже достаточно неплохо говоря Hello. Давайте теперь напечатаем name, print. Мы ее уже использовали. Я функцию print передам переменную name. Заметьте, я теперь немного поумнее, я не пишу это в кавычках, я их удаляю и надеюсь, что сейчас, передавая переменную name, функцию print, я получу то, что ожидаю. Итак, запускаем программу. Какое ваше имя? Пишу Дэвид. Итак, я вижу hello.
запятая Дэвид. Так, это не лучшая программа. Я типа сглаживаю углы, говорю: привет, Дэвид, в двух разных строках. Это не очень правильно грамматически по-английски. Which is as our Так. programs get longer and they're no longer just one line or two or even three, eventually our programs are going to become dozens of lines, maybe hundreds of lines long. Let's set the stage for success moving forward. It turns out that Python and a lot of programming languages also support something called comments. Несколько сот строк, нам неплохо бы использовать комментарии. Комментарии — это заметки для себя о том, что вы бы хотели использовать. Заметки, комментарии, так называемые. Они не будут ломать ваш код. Компьютер игнорирует комментарии. Это только для вас. Для вашего учителя, для меня, для коллег. То, что ваша программа делает. Итак, на самом верху моей программы на строке 1 я пишу решетка, спросить пользователя его имя. Мне вовсе не обязательно писать именно этот текст. Я могу писать любой текст, даже не обязательно на английском. И здесь я могу написать, например, сказать «Привет пользователю». И вы видите, что комментарии такого серого цвета — это как бы заметки для меня, что компьютер также собирается игнорировать их. Итак, я вижу два комментария: спросить пользователя про имя и сказать «Привет пользователю». Так, это говорит мне о том, что код делает что-либо полезное. Я могу не доспать, забыть, что компьютер делает здесь, в этой программе, и прочитав комментарии. И даже если у меня есть ошибка в программе, я могу с большей легкостью определить, что я собирался делать. Это вовсе не обязательно для такой маленькой программы, она достаточно очевидна, 2-3 строки. Но получение такой привычки — это хорошая штука. Что хорошо насчет комментариев еще, это что они также могут быть чем-то типа списком, чем-то типа туду листа, туду списка для вас. Вы можете записать свои мысли алгоритмично и методично. Даже если я был не уверен, как я хочу выполнить свою программу, я бы мог начать вот с этого, в hello.py, без кода, только парочка комментариев для меня. Так, и здесь бы я после этого могу написать вот так вот: input, какое ваше имя, может здесь слева написать переменную, назначить ее значение. Здесь бы я мог написать print hello и print name. Так что комментарии могут быть такими как бы подзадачами для меня. Итак, давайте остановимся и посмотрим, какие у нас есть вопросы по псевдокоду, возвращаемым значениям или переменным. Мой вопрос: функции input работают только для слов или для любой информации? Да, спасибо за вопрос. Согласно документации, input воспринимает только текст, который вы берете пользователя. Я хочу спросить, как я могу сделать
комментарий несколько строк. Вы можете сделать вот так. Каждую строку. Начинать с хэштега. Также вы можете использовать, что вы можете написать тройные кавычки и внутри них написать комментарий. Мы вернемся к этому в будущем. Итак, я могу улучшить программу дальше и использовать некоторые фичи языка. Итак, тут немного меня разочаровывает то, что я говорю «Привет», новая строка, и после этого name. Так, что мы можем сделать? Есть несколько способов. Так, цель здесь не только улучшить программу, но и продемонстрировать вам различные способы сделать это. Итак, смотрите, мы можем написать hello, запятая, и просто в конце написать плюс name. Итак, я использую плюс интересным способом. Это не добавление, так как я не суммирую числа, я прибавляю значение переменные к другой строке. Итак, мы запустили программу, и она стала лучше. Но есть небольшая проблема. У нас тут нет пробела после запятой. Как насчет добавить ее вручную? Итак, перезапускаем ее, пишем Дэвид. И вот, наконец-то. У нас есть что-то, что выглядит намного лучше с точки зрения английской грамматики. Итак, вы, возможно, задавались вопросом, почему у меня вот здесь есть пробел после знака вопроса. Это для эстетики также. Я хотел бы сдвинуть курсор на один пробел правее, чтобы пользователь мог ввести свое имя. Итак, некоторые функции вообще-то могут принимать несколько аргументов. Через запятую я могу передать не 1, но 2, 3, 4, 5 и так далее количество аргументов. Я могу написать hello, запятая, пробел, и написать name, имя нашей переменной. Итак, тут может быть небольшая путаница, так как первая запятая внутри кавычек, вторая за пределами кавычек, но разделяет два наших аргумента. Первый hello и второй name. Итак, как это выглядит? Какое имя? Дэвид? Хорошо. У меня теперь почему-то здесь два пробела. Так, если вы передаете несколько аргументов принту, он автоматически вставляет несколько аргументов, автоматически вставляет пробел. Итак, здесь я должен удалить этот пробел, чтобы теперь, если я запущу программу заново, напишу Дэвид, теперь это выглядит так, как я бы захотел, с грамматической точки зрения. Итак, предыдущая версия принимала только один аргумент. Внутри скобок, как и в математике, мы делаем сначала операцию внутри скобок, которая называется конкатенацией. Мы объединяем строку справа и строку слева. Теперь все, что мы конкатинируем, передается как аргумент нашей функции после конкатенации.
Итак, давайте я остановлюсь здесь и посмотрю, есть ли у нас какие-либо вопросы по вышесказанному. Можем ли мы использовать функцию несколько раз? Вы можете использовать функцию сколько угодно раз, но что мы увидим скоро, как программист, решение программы, решение проблемы заново и заново и заново помогает нам использовать функцию. Я был удивлен по поводу запятой и знака плюс. Какая разница между ними? Хороший вопрос. В контексте строк, строки это символ, строка или даже целый параграф. Итак, плюс используется для конкатенации двух строк слева или справа. Если хотите сконкатенировать большее количество строк, вы можете использовать плюс, 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 плюс. В скорости это будет выглядеть достаточно странно, но тем не менее вы можете использовать это. Итак, давайте поговорим о строках. str для сокращения или string по-английски. Итак, вы можете говорить string, но на самом деле это тип данных программы. Мы скоро увидим, что есть другие типы данных. Итак, давайте посмотрим, как мы можем улучшить это. Мне нравится, как это выглядит на одной строке. Hello, запятая Дэвид. Но, оказывается, мы вовсе не должны сдаваться, используя print дважды. Итак, я пишу print первый раз, чтобы написать hello, и второй раз, чтобы написать name. Это не так плохо на разных строках, но есть способ исправить это. Итак, очевидно, что print автоматически пишет новую строку в конце вывода. Итак, видимо, print автоматически представляет, что вы хотели бы использовать новую строку в конце вывода. Но оказывается, что если мы посмотрим документацию к функции Python print docs.python.org, если я перейду сюда, конкретно по этому URL, я увижу все возможные функции в Python. Если я перейду еще более посмотрю еще более внимательно, я могу найти документацию к функции print. И там, по этому URL, я найду следующую документацию. Это официальная документация к функции print. И, возможно, лучший способ исследования языка — это чтение документации. И все возможные ответы вы сможете, найти там. Так, давайте я пройду с вами через этот пример. Это официальная документация к функции print. Итак, здесь имя функции print. Все, что внутри скобок, это аргументы, потенциальные аргументы к функции.
Однако, если мы смотрим документацию, как здесь, мы говорим о том, что мы можем передать функции, и параметры и аргументы — это, в общем-то, одно и то же. Когда мы смотрим, что функция может взять, это то, что мы передаем функции. Итак, это немного странно, но в данный момент смотрим на звездочку, и после этого слово objects говорит о том, что мы можем использовать любое количество объектов. Мы можем технически передать любое количество объектов, как мы передавали один или два. После запятой мы видим другой параметр, который называется sep, сепаратор в английском. И в кавычках мы видим пробел. Я не знаю, что это пока что, но я думаю, что мы вернемся к этому позже. Сфокусируемся на этом. Есть параметр, который называется end, и значение по умолчанию для этого параметра — это \n. Итак, что это значит? Если вы не программировали до этого, это может выглядит немного странно. /n, обратный /n обозначает новую строку. Итак, технически, если мы почитаем документацию, мы видим, что есть документация для print-функции, параметр по умолчанию, который параметр по умолчанию, который значение которое равно обратный /n. Итак, sep, мы видим, что значение по умолчанию — это пробел. Мы видели в прошлом, если мы передавали два параметра в print-функцию, магически она получала разделить между ними. Итак, по умолчанию они разделены пробелом. И по умолчанию вся штука, которую передадите в print, будет заканчиваться с новой строки. Итак, сейчас мы фокусируемся только на sep и end. Итак, чтобы решить оригинальную проблему, я вижу, что я не хочу использовать две строки. Итак, давайте скажем, передавая второй аргумент, end равно кавычки, не обратный /n, что по умолчанию. И так и есть. Давайте в кавычках передадим ничего. Буквально там будет ничего. И посмотрим, что произойдет. Так очистим наше терминальное окно. Запустим программу, пишем Дэвид. Я надеюсь, что теперь все останется на одной строке, и оно осталось. Потому что на пятой строке мы пишем, что мы не хотим заканчивать ничем hello после печати. А шестая строка, наоборот, будет переносить курсор на следующую строку. Допустим, я понять не имею, что происходит, и напишу здесь знаки вопроса. Знаки вопросов. Запустим программу заново, и теперь мы видим буквально странный вывод. Но теперь вы видите буквально, что происходит. Мы видим привет, hello, запятая, пробел, 3 знака вопроса и потом Дэвид.
просто для указания того, что мы можем тут делать, что мы можем тут сделать. Итак, если мы напишем следующим образом, то они были разделены одним пробелом. Но что если мы перезапишем значение sep сепаратора? Ну, напишем тут, например, 3 знака вопроса. Запустим программу заново, и мы видим опять эти два ввода теперь разделены 3 знаками вопроса, потому что я перезаписал значение sep. Вы можете использовать одинарные кавычки или двойные. В документации используются одинарные, но это не имеет значения. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы, потому что мы прошли. Итак, есть позиционные параметры, которые передаются по очереди. Но также есть именованные параметры, которые мы только что видели, такие как sep, and. Вы можете использовать их по имени. Итак, вопрос. Это может быть странный вопрос, но вопрос в том, как насчет того, чтобы добавить кавычки внутри кавычек. Отлично, это такой пограничный случай, да? Допустим, я хочу напечатать не только имя пользователя, но давайте упростим это все. Допустим, я хочу, ну, например, я немного саркастичный и напишу «Привет, друг». Но это не будет работать, так как мы пишем кавычки в кавычках. Но, очевидно, запустив это, мы видим, что оно не работает. Компьютер пытается угадать, что мы хотим, но оно не работает. Так я могу решить это с помощью следующих способов. Я могу поменять внешние кавычки на одинарные. Если у вас одинарные кавычки снаружи, внутри можете использовать двойные кавычки. Это вполне нормально. Итак, теперь она работает. «Привет, друг» в кавычках. И если вы все-таки хотите использовать двойные кавычки, вы можете использовать обратный слэш символ для этого. Мы только что видели бэкслэш, обратный слэш для новой строки, но теперь мы можем увидеть его, например, для того, чтобы экранировать наши внутренние кавычки. Итак, компьютер смотрит, ага, это, в общем, не те кавычки, которые мы используем. Это на самом деле кавычки. Итак, запускаем программу, и она работает так же. Итак, экранирование — это техника, которую мы можем использовать. Итак, давайте перемотаю код к тому виду, как он был. И оказывается, у нас есть еще один способ решения этой проблемы, который, возможно, наиболее популярный сейчас, или как минимум наиболее элегантный, когда вы используете больше и больше количество строк. Вы можете использовать относительно новую фичу Python, которая должна быть сделана так. Мы используем не буквальное использование name. Что если я буду использовать фигурные скобки вокруг name?
Давайте запустим эту программу, но я еще не закончил. Хорошо. Очевидно, это не то, что я хочу, но мне нужно сказать питону, что это специальная строка. F-строка, которая говорит питону, что нужно форматировать вещи в этой строке специальным способом. Это немного странно, но это то, что надо использовать. Если мы поместим F впереди этой строки, это говорит питону о том, что это специальная строка, давайте использовать специальный формат. Итак, запускаем программу заново, и теперь она работает, как мы ожидаем от нее. Мы не сделали это изначально, потому что это бы нас ввело в ступор, что это за волшебные символы. Давайте посмотрим, что мы можем еще делать со строками. И сейчас, что мы будем делать, если мы хотим, чтобы строка выглядела так, как мы хотим, чтобы она выглядела, когда пользователь вводит ее. Может быть, пользователь вводит пробелы в начале или в конце. Мы бы с вами не хотели использовать эти пробелы в нашей строке, получаемой. Очевидно, что мы, возможно, используем заглавные буквы, когда печатаем что-либо текстом, или маленькими буквами, наоборот. Мы хотели привести это к желаемому с виду. И оказывается, что у строк есть большое количество функциональности. Итак, строки как тип данных идет с большим количеством дополнительных методов. Мы можем очистить или реформатировать нашу строку. Давайте я перейду обратно к нашему коду и покажу, что мы можем использовать. Итак, запускаем программу заново. Давайте нажмем пробел несколько раз. Ну, почему? Просто потому что я не аккуратен. Напишу Дэвид и опять несколько раз нажму пробел. Программа напечатает именно то, что мы напечатали. Почему так много пробелов после запятой? Или почему Дэвид написан с маленькой буквы? И так оказывается, что в строках, как типах данных в питоне, есть возможность что-либо делать с этими строками. Как насчет написать name равно name.strip? И что это делает? Удаляет пробелы из строки. В начале и в конце. I've then used a period or a dot, and then I seem to be doing what's a function, right? Anytime we've seen a function thus far, we see it's the function's name, print or input, then we see a parenthesis, then another parenthesis, and that's exactly what I see here. But I'm using this function a little differently. Technically, this function is in this context called a method. And what do I mean by that? Well, if name is a string, aka stir, well, it turns out, according to the documentation, there's a lot of functions that come with strings in Python, and you can access that functionality by using the name of a string, like literally name here, then a period, then the name of the function, and then an open parenthesis and a close parenthesis. Maybe some arguments inside of those parentheses, but in this case, it doesn't need any arguments. I just want to strip the space from the left and the space from the right of the user's input. But that's not enough. I want to remember that I've stripped off that white space on the left and the right. Я должен помнить, что я должен использовать знак равенства, чтобы приравнять справа налево. Итак, name.strip возвращает то же самое, что пользователь ввел нам, но без пробелов справа или слева.
Так, знак равенства будет копировать это значение справа налево. Итак, вы можете не только приравнивать значение переменному, вы также можете использовать знак равенства таким образом. Итак, теперь, если я запущу нашу программу, если напишем пробел, Дэвид с маленькой буквы, Enter, это лучше. Он не пофиксил мою маленькую первую букву, не заглавную, но пробелы теперь удалены. Так, теперь что я могу сделать еще? Я могу капитализировать пользовательский ввод, то есть сделать первую букву заглавной. Я могу написать name.capitalize. Так, я написал здесь небольшой комментарий, чтобы напомнил мне о том, что я делаю. Так, запускаем заново, пишем пробел, Дэвид с маленькой буквы, Enter, и теперь это выглядит лучше. Независимо от того, что пользователь напечатал. Давайте попробуем вот еще что-нибудь. Насчет пробел, Дэвид, пробел Мэлен, моя фамилия теперь. Итак, очевидно, Capitalize не делает заглавной буквой каждое слово в строке, только первую букву. Если мы посмотрим документацию, прокрутим вниз, есть другое решение. Поменяем это на title. Это другая функция, которая делает заголовок, как в книге, делая заглавной каждую букву в каждом слове. И теперь запустим. Кстати, я печатал Python все это время. Оказывается, мы можем перейти к предыдущим командам, просто нажав вверх, который идет вверх по истории всех команд, которые я печатал, вместо того, чтобы печатать каждый раз. Итак, опять пробел, Дэвид, пробел, Меланс, пробел. И теперь это выглядит лучше. Теперь я капитализировал символ и очистил наш вход немного. Смотрите, что я еще могу делать в Python. Позвольте мне капитализировать пользовательское имя и одновременно с этим очистить строку от пробелов в начале и в конце. Я могу делать вот так. Что с правой стороны? Эта строка здесь. Взять значение переменной name, потом удалить пробел в начале и в конце. Это вернет значение. Это вернет Дэвид пробел Мелон без пробелов. И после этого я хочу, чтобы Python сделал title, то есть сделал заглавную букву каждое слово нашей строки. И теперь я могу скопировать все это справа налево. Тоже значение переменной. Я могу сделать также вот так, например. Позвольте мне удалить все это и написать здесь trip и title. Все в первой строке. Это компактней, это легче читать, хотя, возможно, некоторые люди со мной не согласятся. Но это позволяет мне решить нашу проблему. Итак, позвольте сделать паузу и посмотреть, если какие-либо вопросы. По f-стрингам или потому что... Здравствуйте.
Могу ли я удалять пробелы внутри строки? Нет, короткий ответ. Нет, так как strip удаляет только пробелы слева или справа. Также есть функция lstrip, которая позволяет удалять пробелы, например, слева. Если мы хотим удалить пробел, то в середине мы должны делать что-либо иное. Как много функций мы можем комбинировать? Хороший вопрос. Технически так много, как мы хотим. Потому что строка кода становится длиннее и длиннее. И в какой-то момент вы можете решить, что нет, это слишком много. И можете разбить ее на разные подстроки. Но это хороший вопрос. Позвольте мне провести голосование. Является ли тот способ, который я использовал сейчас, strip и title на одной строке, лучше, чем предыдущий? Zoom вы можете использовать да или нет. Если вы думаете, что эта версия лучше, скажите «да». Если вы считаете, что предыдущая версия была лучше, вот это, скажите «нет». И мы увидим, почему, через минуту. Как я сказал до этого, люди могут быть не согласны. Позвольте мне перейти на наиболее последнюю версию сейчас. Итак, большинство за «да». Как насчет мы спросим кого-то, кто голосовал за «да», почему эта версия лучше? Я думаю, что это лучше читается. Так что я могу понять, что это значение переменной, я могу увидеть, что потом удаляются пробелы, потом капитализируется строка. Да, я согласен. Я думаю, что это хороший аргумент. Как насчет противоположного мнения? Кто проголосовал нет? Это нечитаемо вообще. И кажется, что это очень длинная строка. Так что я думаю, что это лучше разделить. Да, я думаю, что это аргумент также. Как вы могли видеть, что если я, например, спрошу более длинный вопрос пользователя, то это может быть достаточно очевидно для того, кто читает код, что у нас происходит в программе. Так очевидно, что нет правильного вопроса здесь, правильного ответа здесь. Это может быть способ, какой используется в вашей компании, или гайдлайны, которые используются там. Очевидно, вы можете, у вас могут быть аргументы за один или другой способ, но если вы не знаете, что лучше, это не замечательно, конечно, но если ваш босс или учитель спрашивает, почему вы делаете так, они могут быть не согласны с вами, но тем не менее у вас есть аргумент. Итак, у стрингов есть большое количество методов, также один из них называется split. Split позволяет вам разделить строку на несколько других строк. Например, если у вас есть имя, потом пробел, потом фамилия, вы можете разделить эту строку по пробелу на две другие маленькие строки. Так, позвольте мне показать, как это работает. Итак, разделяем имя пользователя на имя и фамилию. Так, первое name, что-то, что содержит, возможно, Дэвид пробел Мэлон. Мы делаем split по этому символу, по пробелу.
Идеально на имя и фамилию. Идеально имя и фамилию. Имя пробел фамилия, first пробел last, равно name split по пробелу. Теперь я могу сказать привет не по полному имени, но только по первому, по имени. Так, запускаем нашу программу. Пишем Дэвид пробел Мэллон. Итак, скрещиваем пальцы. Привет, Дэвид. То, что мы видим. Итак, мы видели достаточно много примеров, которые касаются строк. Но очевидно, что языки программирования манипулируют с разным количеством данных, с другим количеством данных также, другим типом данных, например, с интеджерами или с целочисленными значениями. str — это сокращение для string, int — это сокращение для integer. Итак, это как в математике, минус 1, минус 2, 1, 2 и так далее, и до бесконечности, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Конечно, в мире математики есть другие символы, которые мы используем. Плюс мы используем для других целей. Плюс вычитание, умножение, деление. И в конце это может выглядеть немного странным для людей, которые с этим не знакомы. Процент в данном контексте обозначает остаток отделения. Остаток отделения одного числа на другое. Итак, оказывается, что в питоне вы вовсе не должны обязательно хранить код в файле, типа hello.py. Одна из фич питона, которую вы можете использовать, это интерактивный мод, интерактивный интерактивный режим. Например, позвольте мне закрыть hello.py и раскрыть терминал на весь экран с помощью этой стрелочки справа. Итак, я пишу Python и запускаю его. Итак, я вижу здесь немного странный вывод, там данные, типа времени и даты, но я вижу три стрелочки здесь. И каждый раз, когда я пишу строку кода здесь, она выполняется моментально. Это так, как будто вы разговариваете с человеком, а сразу же вы получаете ответ. Итак, 1 плюс 1, Enter. Это вообще-то код. Вы можете думать, что это не код, но 1 плюс 1 — это валидный Python код. Я могу сделать также print для себя. Hello, пробел, запятая, пробел, world. И это будет выведено. В целом мы не будем делать это, потому что мы учим язык, мы хотим получать результат инкрементально, чтобы увидеть, откуда мы пришли. Но очевидно, что это одна из фич Python, которая называется интерактивный мод. Итак, Python, очевидно, поддерживает интеджеры. Давайте посмотрим, может, мы сможем сделать наш маленький собственный калькулятор. Итак, я уменьшаю окно, терминальное окно. Я создаю новый файл. Я пишу код в calculator.py. Enter. Это дает мне новый таб наверху. И теперь я в calculator.py, который делает сложение за меня. Будет делать сложение за меня. Позвольте определить несколько
переменных для начала x1 равна единице, y равно 2, и третья переменная, которая равна z, x плюс y, я потом напечатаю это. Итак, очевидно, эта программа пока что еще не очень интересна, потому что она делает то, что мы захардкодили в ней. Но надеюсь, что Python при запуске этой программы 1 плюс 2 вернет 3. Хорошо, это не удивительно и не настолько интересно. 1 плюс 2 равно 3. Так мы знаем из предыдущих примеров, как получить ввод от пользователя. Давайте используем его. Давайте сменим x на единицу на input, спрашивая пользователя, какой x. Я могу ввести любой язык, который я хочу использовать. И то же самое я введу для y. Любой человеческий язык я могу здесь написать. Чему равен y? Итак, z равно x плюс y. Ну что, хорошо насчет этого? Сейчас, мне кажется, у меня хороший интерактивный калькулятор. Я теперь не складываю 1 и 2 постоянно. Я теперь складываю то, что в пользователе вводит. Давайте попробуем это. Итак, x это единица, y это двойка. И, конечно, по соглашению всех людей 1 плюс 2 равно 12. Так, что здесь не так? Или математический класс вас обманул, или я обманул вас. Где здесь ошибка? Я думаю, что проблема здесь в том, что он конкатинирует строки вместо того, чтобы складывать их. Итак, отлично, отличная интуиция. В контексте строк мы видели, что он конкатинирует строки, плюс, даже если пользователь ввел номер, ввел число, что бы вы ни вводили на вашем PC или Mac, или чем угодно, это все время будет строка. Это будет текст. Как починить это? Особенно если мы не хотим использовать этот вот как строки. И очевидно, что Python может конвертировать один тип данных в другой тип данных. Строки в инты. Позвольте мне изменить x перед сложением в целочисленную версию x с целочисленной версией y. И это не только тип, но также и функция. Если строка выглядит как число, то мы можем конвертировать его в число. Итак, запускаем. Итак, еще один трик. Смотрите, я могу в терминальном окне написать CL для калькулятора и нажать Tab, чтобы закончить свою мысль. Это возможно в терминальном окне написать несколько букв и с помощью таба закончить строку. Итак, запускаем. 1, 2 равно 3. И наконец-то мы получили правильный ответ. Итак, теперь можем складывать любые числа, которые пользователь вводит, любые целые числа, которые пользователь введет. Позвольте мне продемонстрировать это. Нужна ли мне переменная z на самом деле? Я присваиваю ей значение и сразу же печатаю ее. Это не так уж и нужно, потому что если я создаю переменную, сразу же использую ее, возможно, мне не нужно использовать такую конструкцию, чтобы создавать новую переменную и сразу же использовать ее, использовать отдельный символ под нее. Может, я могу сделать вот так.
удаляем z. Может, я могу сделать интом это здесь. Делаю что-то, что достаточно интересное сейчас. Заметьте, что вы можете вкладывать функции одну в другую. Можете результат одной функции вернуть как аргументом или вводом другой внешней функции. Итак, вот что Python собирается делать. Он посмотрит внутрь скобок сначала, получит ответ, и потом вернет значение во внешнюю функцию в виде аргумента. Итак, результат инпута является аргументом для int функции. Итак, здесь z я могу просто написать x плюс y. Итак, я думаю, это сработает. Давайте запустим. 1, 2, и мы все еще получаем 3, не 12, не 1, 2, а 3. Итак, здесь снова. Позвольте мне опустить руки и спросить, как до этого, какая версия лучше? Без использования Z или с использованием Z? Если вы считаете, что эта версия лучше, скажите «да». Если предыдущая версия вот эта лучше, скажите «нет». Так, вернемся к последней версии. Итак, посмотрим на «да». Я думаю, эта версия лучше, потому что она позволяет нам сразу видеть, что x, y уже интеджеры, целочисленные значения имеет. I think those are all good reasons. It's nice and succinct. The lines of code are not very long. I don't need to know what z is because it doesn't exist. It's just x plus y. I like that. Мне не нужно знать, что за z. Строки кода достаточно короткие. Итак, как насчет нет? Я думаю, что предыдущая версия лучше, потому что and 2, like so it will be easier to debug. This version or this version here or the old Эта версия или предыдущая версия? Okay, that's fair. And in fact, Старая версия I'm лучше. being very careful Хорошо. as best I can not to mess up. Я был очень аккуратен сегодня. Чтобы получить интеджер, когда я ожидаю его. Что насчет того, что если пользователь напишет cat, например, кошка, это не номер, это не число. Я надеюсь, что пользователь сотрудничает с нами, но обычно это вовсе не так. И мы посмотрим на том, как эти ошибки обрабатывать. Но для сегодняшней версии это окей. Итак, опять же, здесь трейд-офф между тем, что лучше или хуже. Предыдущая версия, приоритизирование читабельности кода. Это очень хорошо для вас также, не только для других пользователей вашего кода, потому что если вы проснулись на следующее утро и пытаетесь понять, что вы делали в предыдущий день, это неплохо. Итак, держать свой код простым – это хорошая идея. Например, позвольте мне сделать вот это. На самом деле мне не нужны x и y, мы можем включить это прямо здесь. Я могу избавиться от x и y
Я могу затем убирать это все и оставить это только одной строкой кода и посмотреть, о, это как замечательно, у меня одна строка кода всего лишь. Но я буду спорить, это не так уж и просто. Тут и print, и int, и input. Я должен подумать о том, что, ага, я открыл две скобки, мне нужно закрыть две скобки и так далее. Итак, мне кажется, я тут трачу время. Увеличиваю вероятность ошибки. Синтаксической и логической. Я бы поспорил, что да, это одна строка, она хорошая, компактная, но она не такая читаемая. Я бы сказал, что вот эта версия лучше. Но опять же, некоторые люди могут поспорить со мной. Но я бы сказал, что если код становится слишком умным, слишком сложным для своих потребностей. Итак, позвольте мне предложить сейчас, чтобы мы переместились с интеджеров, целочисленных, к еще одному типу данных, называется float. Как инты, float — это только цифра с плавающей точкой, с каким-либо количеством цифр перед запятой или после запятой. Математически это реальное число. Итак, если я обратно перейду к VS-коду, и вместо того, чтобы конвертировать x и y в целочисленные значения, в интеджеры, я конвертирую их в float. Float на первой строке и float на второй строке. Теперь, если я запущу наш калькулятор и введем 1.2 и 3.4, и здесь я получу 4.6. Это бы не работало до этого, если бы я бы ожидал только интеджеры. Теперь я могу делать арифметику с плавающей точкой также. Как насчет того, чтобы округлить это число к ближайшему интеджеру, ближайшему числительному числу? Например, оказывается, для этого в Python тоже есть функциональность встроенная, есть такая функция, которая называется round, которая делает то, что мы ожидаем. Она округляет за нас к ближайшему целому числу. Если мы посмотрим на самом деле ближе к документации, более подробно, то мы увидим, что документация к этой функции выглядит следующим образом. Она показывает нам не только название функции, но и возможные параметры. Это немного странно также, но давайте посмотрим. Имя функции round. Первый аргумент — это число. Заметьте, здесь нет никакой звездочки. Она берет только одно число, принимает только одно число. Точка. Но заметьте этот синтекс. Это конвенция в программировании или в технологии более глобально. Квадратные скобки обозначают что-либо, что является опциональным. Здесь это количество чисел, до которых мы хотели бы округлить наше число. Если вы посмотрите документацию, если вы не определите это число, он округлит до ближайшего целочисленного числа. Но вы также можете добавить запятая 1 или запятая 2, чтобы быть наиболее точным.
Давайте посмотрим, на что мы можем это транслировать. Итак, я перехожу в VS Code и определяю, что я могу округлить x и y. Я могу округлить x плюс y, но, знаете, я предпочитаю это разбить сейчас на две строки. Мне вообще незачем это делать, но чтобы быть более точным, я могу сделать это следующим образом. Так, давайте мне позвольте перейти в терминальное окно сейчас, запустить программу 1.2, 3.4. Итак, до этого это было 4.6, а теперь это 5, округленное до ближайшего целочисленного числа. Итак, что если я хочу это поменять чуть-чуть более и поддержать большие числа? Давайте запустим программу опять и введем 999 плюс 1. И заметьте, мне не нужно вводить число после запятой. Программа позволяет мне это делать, но это не обязательно. Итак, это равно 1000. Но в Соединенных Штатах Америки мы обычно после каждых 3 чисел используем пробелы. Некоторые страны используют точки или запятые, но здесь я буду использовать американский подход. Использовать точки для чисел с плавающей точкой и запятую для разделения 3 чисел в длинном числе. И оказывается, в питоне мы можем это делать. Мы можем определить, что мы хотели бы использовать запятые таким образом. Итак, для этого мы будем использовать наш старый друга f-стринги, f-строки. Итак, мы будем печатать z, в фигурных скобках. Этого недостаточно, конечно, нам нужно добавить f в начале. Теперь это будет печатать просто значение z само по себе. Не очень интересно, но тем не менее давайте проверим, что я ничего не сломал. Давайте запустим программу опять 999 плюс единица 1000. Хорошо. Мы не сделали ничего хуже. Но теперь чуть-чуть странновато. Мы допишем следующее. Двоеточие, запятая. Очевидно, это выглядит довольно странным, и я каждый раз смотрю документацию, даже я, чтобы проверить, что там написать. Итак, запустим программу опять 999.1, и теперь число было автоматически сформатировано за нас. Я, конечно, могу использовать программирование для того, чтобы перезаписать запятые на точки, точки на запятые и так далее. Но здесь я могу сделать это из коробки. Итак, вопросы по этой секции. Итак, вопрос в том, если я использую флоуты, числа с плавающей точкой, как много знаков я могу использовать? Итак, хороший вопрос. Мы не можем использовать бесконечное количество знаков после запятой. Мы в каком-то смысле должны округлять. Компьютер будет делать это за нас, но мы увидим это как фундаментальную проблему позднее. Итак, давайте посмотрим чуть-чуть на деление. Давайте мы модифицируем наш калькулятор вот таким образом.
мы сделаем что-то по-другому и будем делить x на y. И теперь z будем печатать просто здесь, в принте нашей той строки. Так, запустим заново. Давайте 2 поделим на 3. И, конечно, я получил запятая 6,6,6,6,6. И это связано с предыдущим вопросом. Can be as big as you want them to be. Unlike other languages, there is no upper bound on how big an int can be now in Python, but there is a bound on just how precise a floating point value can be. Есть ограничения в том, каким точно может быть число с плавающей точкой. Так, давайте округлим это до двух чисел после запятой, после точки. Итак, я передам второй аргумент, двойку, количество символов, которые я хочу видеть после точки. Так, допустим, программу заново. Я делаю то же самое. 2, 3, запятая 67. Точнее, точка 67. Итак, есть еще один способ сделать это. И так мы можем сделать вот что. Мы выбираем функцию округления. Мы будем использовать строку форматирования. Используем z в фигурных скобках, добавим f в начале, и опять это еще пока не очень интересно, это просто печатает z. Итак, заметьте, я могу вот что сделать. После двоеточия, если это большое число, большое целочисленное число, я могу использовать запятую. Но здесь я могу написать .2f. Я знаю, это очень странная штука. Я постоянно подсматриваю, как это писать, но это, согласно документации, способ написать как много чисел после запятой, после точки мы хотим напечатать. Так, результат тот же самый. И в программировании очень часто мы можем решить одну и ту же проблему с помощью различных способов. Какой из них лучше, это зависит. Вы можете себе представить различные ситуации, когда использовать лучше такой вариант или предыдущий. Итак, давайте сфокусируемся теперь на функциях самих по себе. Будет ли это хорошо, если бы мы могли использовать свои собственные функции? Если мы замечаем, что мы решаем одну и ту же проблему заново и заново, то не было бы это неплохой идеей вызвать свою собственную функцию для этого. Позвольте мне вот что предложить для этого. Вернемся к VS Code обратно. Я открою hello.py, как это было до этого. И как насчет улучшить эту программу путем создания нашей собственной функции? Не было бы это замечательно, если бы вначале мы можем использовать вызов функции hello, которая бы делала работу за нас. В Python нет такой функции, которая бы говорила hello за нас, но я бы хотел, чтобы такая функция существовала. Я сейчас удалю весь код, начну сначала, с чистого листа. Итак, для этого, как и до этого, я получу input вот от пользователя, какое ваше имя, знак вопроса. И теперь я буду вызывать функцию hello, и после этого печатать name. Я знаю, hello не существует, и что-то плохое сейчас произойдет, но давайте посмотрим. Я думаю, что первая строка будет в порядке.
И, соответственно, она спрашивает мне имя. Вторая строка, очевидно, вызывает функцию. У нее есть открывающая и закрывающая скобка. Это как выглядят все функции. Но Python ее не определен, не узнает. Я нажимаю Enter и вижу, что hello is not defined. Hello не определен. Didn't help. И суть в том, что мне нужно создать такую функцию, чтобы она существовала. И для этого я буду использовать ключевое слово def. Def, которое сокращенно от define. Если я хочу создать, определить свою собственную функцию, я могу делать, используя это ключевое слово. Итак, вернемся к моей программе. И вверху нее я определю функцию hello, открывающая скобка, закрывающая скобка, двоеточие. Что это значит сейчас? Что Python будет определять каждую строку кода, которую я отступаю. После двоеточие, как тело функции. Итак, важные отступы, так же как и двоеточие. Каждая строка, которая определена отступом, будет определена как тело функции. Заметьте вот эти вот точки, которые я вижу здесь. VS Code в данном случае показывает мне, что это все равно, что я нажал пробелы 4 раза. Очевидно, что в целом говоря, для Python мне необходимо, чтобы все мои строки были выровнены одинаково, как тело функции. Здесь это легче, потому что это одна строка всего лишь. Итак, запустим программу заново. Мое имя снова. И теперь, если я нажимаю Enter, теперь я вижу Hello, David. Итак, мы немного откатились назад. Правильно? Это не так красиво выглядит, как до этого. Но чтобы улучшить вещи еще, как насчет параметризировать эту функцию? Можем ли мы кастомизировать hello, чтобы получить пользовательский ввод и чтобы вывести hello и имя пользователя на одной строке? Позвольте мне перейти вверх и внутри этих скобок ввести имя параметра. Я могу ввести здесь что угодно. Я введу здесь кому-то. Почему? Потому что я хочу описать здесь, кому я хочу сказать hello. Как в английском это звучит хорошо для меня. Кому я хочу сказать hello. Hello to. И это будет какое-либо имя. Итак, здесь я могу добавить запятую и написать to после этого. Как вторым аргументом функции hello. Здесь есть другие способы, с которыми я могу сделать это. Мы видели их до этого. Так, теперь мне не нужна вот эта дополнительная строка с выводом имени. И здесь я буду вводить name как параметр к функции hello. Так, что я здесь делаю? Я определил мою собственную функцию hello. Но в этот раз эта функция берет параметр, один параметр как ввод. Я использую значение этого параметра, который я вызываю, чтобы сказать не только hello, но и имя этого человека. Итак, в строке 6 я передаю переменную name как аргумент к функции hello. Заметьте, даже несмотря на то, что переменная называется name здесь, функции самой по себе
компьютер думает, что это значение называется to. Поэтому я могу здесь сказать hello to и напечатать это. Итак, запустим hello py. Мое имя Дэвид, Enter, и вот оно. Мы снова в деле. Здесь я определил свою собственную функцию, которая называется hello. И тут вот вещи начинаются действительно полезными. Как насчет того, сказать hello всему миру, мы можем сказать этому параметру значение по умолчанию. Есть значение по умолчанию для end, функция print. Здесь мы можем по умолчанию, если оно не указано программистом, написать равно world. На той же строке, в которой мы определяем функцию. Я определяю функцию hello, которая определяет параметр to, и я присваиваю ей значение по умолчанию с помощью знака равенства world. И мы можем видеть это здесь. На строке 5 я просто пишу hello без аргументов. И на строке 6 я получаю имя. И на строке 7 я говорю hello с аргументом. Давайте запустим программу заново. О, интересно. Я уже вижу hello world, но это очевидно. Потому что строка 5 случается до строки 6. Теперь я пишу Дэвид. И теперь программа говорит hello непосредственно мне, она более вежлива теперь. Как насчет имплементировать функциональность? Теперь мы имеем контроль определения таких функций сами по себе. Мы можем не изобретать велосипед и не печатать hello, hello, hello заново и заново. Как насчет определить эту функцию внизу? Почему? Просто для того, чтобы это выглядело более красиво. Например, я вижу, что я могу вызвать функцию hello, и потом получить значение от пользователя, и потом передать ему значение переменной name hello, несмотря на то, что функция у нас глубоко внизу. Но здесь есть проблема. Если я запущу эту версию hello, заметьте, что как только я запустил интерпретатор, Python говорит мне, что это name error, что hello is not defined. Did you mean help? Очевидно, что я не хотел вызвать функцию help. Мне нужна помощь. Несмотря на то, что я определил функцию внизу, здесь она еще не существует. Python работает с вами буквально. Если вы используете функцию, она должна быть определена до ее использования. Итак, если я определю ее наверху, проблема здесь в том, что я определяю каждую функцию выше, выше и выше, и типа пишу код задом наперед. Итак, как решить эту проблему? Мы можем определить функцию main и определить весь наш код в ней. Это не обязательно называть ее main, но это конвенция. И теперь здесь внизу я могу определить мою функцию hello. By putting the main part of my code at the top and hello at the bottom, so that my logic kind of flows top to bottom. If I go ahead and run Python, если я запущу
в мою программу ничего не произойдет. Опять ничего не происходит. Почему это происходит? Потому что я определил функцию main, я определил функцию hello, но это не значит, что я вызываю их. Да, я использую hello внутри main, но никто не говорит питону использовать или вызывать main. Чтобы сделать это, я должен в конце вызвать функцию main. И вызов функции main позволяет мне вылезти из этой проблемы, потому что я определяю функцию main наверху, но не вызываю ее еще пока. Я вызываю в ней функцию hello, которая определена еще ниже, но функцию main я пока еще не вызываю. А в конце я вызываю main, и таким образом у меня определены уже все эти функции, которые мне нужны. As taking an argument to, and then I passed into that function the value of the variable that I wanted to say hello to, that is the variable called name. Because suppose I had done something a little bit different. Допустим, я сделал что-либо чуть-чуть по-другому. Допустим, я определил функцию таким образом, что я вызываю ее без параметров. Теперь позвольте мне сделать еще одно изменение, еще одну ошибку технически. Как насчет, чтобы наивно вызвать функцию с параметром name? Я просто вызываю hello, она не принимает никаких аргументов. Я вызываю print, передавая ей hello, запятая, и передавая name, который я получил им пользователя ранее. Посмотрите, что происходит, если я пытаюсь запустить эту версию программы. Я нажимаю Enter, ввожу David, и ой, name error. Name is not defined. Name не определено. Итак, это подводит нас к такой вещи, как scope. Итак, вот что у нас здесь, если я перемотаю все это назад, вы видите, что я передаю name из функции name в функцию hello. Это называется to в данном контексте, но это вполне нормально. Это способ теперь, которым я способ, которым я передаю аргумент значения, а переменные в виде аргумента в функцию. Итак, последняя вещь на сегодня. Как насчет того, чтобы я хотел, чтобы у функции не было сайд-эффекта, а она бы возвращала какое-либо значение? Вы можете использовать для этого последнее ключевое слово для нас, которое называется return. Итак, позвольте мне вернуться в VS Code назад. Я обращу ваше внимание на calculator.py. И в calculator.py у нас есть определим нашу собственную функцию, которая возвращает значение. Теперь я удалю все, что было как до этого, и начну практиковать то, что мы только что изучили. Определим переменную x и присвоим ей конвертированную версию пользовательского ввода, чему равен x. Допустим, я сейчас хочу возвести в квадрат наше значение. Как я должен это сделать? Итак, позвольте мне представить, что такая функция существует. Напечатаем x в квадрате равно запятая
квадрат x. Так, что я сделал здесь? Я определил функцию main, и в ней определил две строки. На строке 2 я получил значение x, и на строке 3 я передал x по функцию square, которая должна возводить квадрат, но она не существует. Поэтому теперь, если я запущу нашу программу, я увижу, что x равно 2. Я вижу ошибку. Name square не определено. Так, функция не существует. Я могу создать ее здесь. Я создаю функцию square, которая берет значение в виде параметра, определяю этот параметр как n, и возведение в квадрат — это на самом деле умножение числа само на себя. Мне теперь надо вернуть это значение. Это наше новое ключевое слово здесь. Теперь я запускаю calculator.py. X равно 2, x в квадрате 4. Теперь 3, x в квадрате равно 9. Таким образом, я определил свою собственную функцию, которая возвращает квадрат значения. И здесь опять может быть несколько способов решить этот вопрос. Я могу вывести n в квадрат 2. Мы не видели этот синтаксис до этого, но на самом деле, если я использую две звездочки, то это будет возведение в квадрат. Или я могу использовать функцию pow, которая возводит число в степень. Здесь опять у нас может быть много способов решить эту же самую проблему. Итак, что мы сделали сегодня? Мы видели ключевые слова для определения функций. Мы можем делать с ними теперь и использовать их в будущем, позволяя себе создавать наши собственные функции. И увидим более сложные проблемы в будущем. Попробуем их решить.